Не снимай, не выкладывай. 29 января, девчонки, мальчишки. Хоба-на. Обсох. Сейчас надо на заправочку залететь. Последний раз, когда я был на студии у Виталия, мы решили, что будем играть концерт 14 февраля в каком-то кабаке. А значит, нам нужно репетировать. И мы договорились на четверг. Сегодня. Поскольку ты помнишь, да, этот мой псих, что я пишу, мне никто не отвечает. Я сейчас ничего не пишу. Вообще. Пока меня не спросят. Сегодня днем Катюха пишет. Что сегодня в 7? Тишина. Но все понимают, кому вопрос адресован. Хозяину базы. Виталий. То есть меня бессмысленно спрашивать. У меня есть база, конечно, да. Я был бы рад, если бы они там репетировали, но нет. Так вот, хозяин базы затихарился, короче, и ничего не отвечает. И буквально вот, может быть, минут 20 назад он ответил. Он написал: я в Уфе. Ну и сейчас Катюха там написывает. Как? Мы же договорились. Ой, господи. Сейчас по пути заскочу на заправочку. Вот. Вот такая у нас организация. Вот. Я, короче, просто держу себя в руках. Я уже как бы сначала был в шоке первые дни. Сейчас немножко расслабился. Именно вот от того, как строится репетиция, как строится чек. Никого на чеке нет никогда вообще. У этой группы, в принципе. И как, собственно, происходит общение в чате. Всем Fight. Можно с утра написать, что, чуваки, извините, я буду в Уфе. Нет. За час до репетиции пишется: я в Уфе, все. Виталь, прости, но так не делается. Уважение, короче, друг к другу просто так и прет из этой группы, из этого чата, отовсюду. Просто распирает. Просто только заходишь в чат, и все понятно. Все друг друга любят, все друг друга уважают. То есть все друг друга ставят в известность, потому что уважают друг друга и так далее. В общем, за всю свою музыкальную жизнь, переиграв в охрененном количестве групп, я первый раз сталкиваюсь вот с таким отношением, понимаешь? Печально, на самом деле. Я не привык просто, понимаешь? Меня на каждом шагу просто рвет, понимаешь? Я не могу понять, что происходит, почему так, почему так, почему всем настолько насрать друг на друга, я не понимаю. Я поехал на базу, думаю, сейчас загружу барабаны, те, которые были у Виталия на базе. Это не его барабаны, кстати. Вот эти 3 трубы дымящие, из-за которых у меня в Телеграме произошел небольшой спор, что это, был такой разговор, что как вы живете в этом Магнитогорске. Живем, понимаешь? Вот так вот. То есть всю жизнь здесь живем. И для меня это не чужеродный какой-то, понимаешь, объект. Чужеродный, да, вот с факелами вон там сквозь деревья. А это как бы часть моего, как тебе сказать, общества, что ли, не знаю. То есть я себе не представляю, если вот так трассы, его нет. И что тогда, как? Это, чтобы вы понимали, градообразующее предприятие. Не было комбината, не было бы города. Вот. Возвращаемся к нашим баранам. Я хотел загрузить барабаны, поехать на репу, отрепать, закинуть в свой шмурдяк весь, все свои барабаны и увезти их на базу. Вот. Но не судьба. Просто по секрету тебе скажу, я вот настолько, вот в таком шаге от того, чтобы завязать с этой группой. Вообще просто завязать. Мне не нравится это все, понимаешь? Я
хреново себя чувствую. Я лучше буду вообще без группы, чем вот так вот чувствовать к себе такое, знаешь, ну, неуважение какое-то. Уже предчувствую, да что ты, блядь, там из-за какой-то херни там. Ну вот я так устроен, понимаешь? Какая-то херня, это для меня событие. Я просто вижу это. Ну, вижу отношение к себе, сразу вижу. На улице тепло, вот думаю, может быть, планку эту воткнуть в заднюю дверь. Сейчас, блин, стемнеет, ничего не увижу, правда. Холодно все-таки, не буду я ничего ставить. Сейчас, видишь, придется, ну, забивать ее туда. Эти вот штуки, они долбеют на морозе. Можно отломать что-нибудь. Так, что хотел сказать. Короче, я решил, что писать мы будем на студию у Макса. Мою установку. Вот. В общем, с чем я столкнулся на записи, что чтобы запись получилась хорошей, недостаточно того, чтобы я, допустим, нормально сыграл. Мы должны в тандеме как бы работать с человеком, который осуществляет запись, понимаешь? То есть вот, прям с полуслова друг друга понимать. У Виталия нету такого опыта. То есть он не умеет как бы коммуницировать. То есть он все время смотрит как бы это. То есть он видит, я перестал играть, а я не понимаю, что он как бы это не слышит. И сижу, жду, думаю, сейчас он отключит, прикинь. А он не отключает. И я сижу, а песня играет до конца. Я такой, я начинаю, короче, заводиться, блин. Я думаю, это что такое? Почему ты не выключаешь? Ну, короче, вот. Музычку сейчас врублю. Посижу тут. У меня с табуреткой, короче, какая-то байда приключилась. Я уже на записи слышал, что она ерзает такая. И это все будет на записи. Мне надо ее что-то с ней сделать. Либо закрепить ее, либо помазать. Сейчас будем заниматься. Короче, интересная хрень. Когда колонки не играют, они вот так фонят. Приходится выключать, блин. Все, кажись. А это что? Понятно. Так, ну ладно. Хрен с ним. Вот такая проблема, смотри. Я, значит, сижу на записи, и у меня скрипит все. А сейчас не скрипит. О. Представь, какой скрип. Это же просто жесть. Надо искать, где это скрипит. Все закручено и смазано, в принципе-то. Где оно может скрипеть? Где ты скрипишь, падла? Так, интересно. Понятно, понятно, я понял. Вот здесь. Вот и все. Вот здесь. Видишь, мне немножко подломали этот стул. Так, этот можно на место вернуть. Он как бы не дает стулу опускаться. Ну и пускай держит. Молодец. Опа. Я уже 100 раз говорил, короче, как это у меня было тут устроено все. Видишь вот этот болт? Его тут не должно быть. Здесь хомут был такой, с зубом. То есть он вставлялся в этот зуб и предотвращал отвращение. То есть этот стул не приспособлен, чтобы крутиться. Но так получилось, на него сел обычный человек, не барабанщик. Не барабанщик, и крутнулся и сломал вот этот хомут. И вот эта штука, она просто не держит, не может удержать. И он начал у меня складываться постепенно. Получается. И я вот ничего не придумал лучше, чем сделать вот так. У меня тут сегодня дискотека, прикинь.
Вылази, блин. Ни хрена. Сейчас он втулку эту разбарабанит мне. Ни хрена. Не вперед, так назад. Сломал стул. Все, и как я его теперь вытаскивать буду? Фу. Жесть. Нифига я тут дырок нахреначил. Ну, пока попал, собственно. Видишь, вот это заусенец. Смотри, как трубку это. Дырка овальная, прикинь. Вот круглые дырки. А вот овальная. Вот так вот. Колька вышел видос. Я сейчас разрываюсь между тем, чтобы что-то сделать и смотреть видос. Короче, я решил закрутить вот эту штуку на дырку, которая была пониже. Таким образом у меня сидушка станет выше. Собственно, я давно хотел сесть немножко повыше. Вот. Попробую. Сейчас попробую. Барабаны у меня есть какие-никакие сейчас. Попробую сесть. Давно хотел сесть вот именно так, как Колек показывает. Но привычка, знаешь, такая дурацкая. Вот ты садишься, и тебе что-то неудобно прям. Прям неудобно, и все, хоть ты убей. Сантиметра на 2 выше. Мне так нравится этот стул. Он, во-первых, не шатучий. Ты просто вот его закрепил, и все. Но вот сейчас вот, конечно, когда эта гайка не прикручена, он болтается. А если посмотреть, как Колек говорит: ой, я не смогу сейчас так сесть. Ай. Вот, смотри. То есть, чтобы как раз под коленку была. Ой, блядь, коленка. Еще у Томаса Ланга в видосах это есть. То есть, ну, у тебя педали еще, педали. Ноги на педалях должны стоять. Принцип такой, что угол вот здесь должен быть равен углу здесь. Сейчас я попробую. Мне надо какой-нибудь хомут сочинить, чтобы эту педаль... Чтобы эта табуретка у меня не ерзала. Ощущение такое, знаешь, сперва, что я не достаю до педали. Но играть я могу, в принципе. Так, куда ты пошел? Надо решить, что делать. Я скучаю по своим барабанам, просто жесть. Ну вот без этой гайки, видал, как она телепается? Ну то есть получается вот эта трубка. Вот здесь вот. Давай думать. Ничего умного не могу придумать. Но скрипит именно здесь, вот здесь. Просто затяну потуже и все. Хороший стул. Такой недорогой, хороший стул. Не снимай, не выкладывай. Так. Я в каком-то блоге снимал, как у меня это происходит, разбор партий. Это я придумал страдания для ученика в субботу. Челлендж, короче. Все сыграть залпом. Вот так вот. Вот такой челлендж, короче. Может быть, тебе захочется тоже что-нибудь такое сыграть. Без единой ошибки. Принцип какой? Ошибаешься, начинаешь сначала. Понимаешь? Вот такой у меня принцип был. Так я учу людей играть по нотам. Ну, неважно, короче. Могу тебе сыграть, если хочешь, но сейчас пока вот про это. Блин, сидушка так непривычно высоко. Ну, ты знаешь, как будто стало легче пинать бочку с моим-то весом. В общем, как ты понял,
Это целиком солягу я записал. То есть, как ты понял, в нотах я немножко, шарю. Вот как я себе записываю схему. Давай покажу тебе. Короче, схема состоит... Обычно, если я знаю, чего играть, то схема состоит только из тактов. То есть, если ты тут что-то поймешь... То есть, Калек рисует квадраты, а я вот так вот рисую. Но калюковая схема, она более как бы в приоритете, потому что спустя какое-то время я перестаю понимать. Вот эти все цифры, это такты. Это такты. То есть, и тут я отметки какие-нибудь пишу. Вот, допустим, вступление без барабанов. Вот смотри, вступление без барабанов. Дальше, вступление с барабанами. Цифры это такты, 16 тактов. То есть, я сижу, обязательно считаю такты. Вступление, куплет. Здесь уже бит пошел. Если написано с барабанами, значит, все остальное с барабанами. Вот здесь уже, видишь, написано без барабанов. И так далее. Дальше, если я... допустим, не знаю, как мне играть бит, у меня схема выглядит по-другому. Ну, то есть, не то чтобы не знаю. Знаю, конечно. Я расписываю все биты. Брейки я никогда не расписываю, потому что я их на шару играю. Вот. Расписываю все биты. И вместе с циферкой тактой, то есть, где вот тут так-то написано, в кружочке у меня взят номер бита. Вот, например, видишь? Итак, вот смотрим, например. Вступление без вокала. 8 тактов. Здесь ничего не написано, значит, здесь нет никакого бита. Дальше. Посмотрим. Вступление с вокалом. Пошли пачки. Пачки вешаю чисто интуитивно. Ну, знаю, как их вешать. Типа получается сентябрь. Вот так навешиваю просто. Бам. Пачка. Крэш. Пошел бит. 8 тактов, бит номер 1. Идем сюда. 8 тактов играем. Куплет. 12 тактов, бит номер 3. Тум-тум-кам, тум-пам, тум-тум-кам, тум-пам и так далее. Поскольку я всегда себе это пишу, я вот так вот подглядываю просто. В основном я подглядываю, сколько тактов играть. Вот. Когда я начинаю играть это с группой, я примерно понимаю музыкальную фразу. То есть, что она сейчас должна закончиться примерно. И, честно тебе скажу, пару-тройку раз сыграв по схеме, схема уже не нужна. Все схемы строятся по той же схеме, то есть биты, чтобы не забыть. Такты, бит номер 3. Шуршим тарелками, нет барабанов. Пометки всякие делаю себе. В общем, схема выглядит вот так вот. Разделы. Что значит раздел? Вступление, куплет, куплет, куплет. То есть тройной куплет, понимаешь? Чтобы не писать куплет там 20 тактов, я лучше их разделю. 8, 13 плюс 1, 13 плюс 1. Значит, если здесь написано 13 плюс 1, значит, один такт полностью пропускается. То есть, как бы, я его не играю, а считаю. Я вообще не понимаю, в основном, в чем как бы проблема, потому что ты можешь сам себе придумать схему, понимаешь? Спокойно просто взять и придумать. То есть нарисовать себе бит. Конечно, не знаю, но сложно нарисовать бит. Но возможно вполне. Попробуем сыграть. Я, наверное, только не увижу. Слишком мелко все нарисовано.
Не могу, прикинь. Я жрать хочу. Я бы еще посидел, мне прям прикалывает это упражнение. Но я не могу, прикинь. Короче, приеду в субботу за несколько минут там до ученика и попробую еще раз сыграть. Все время какие-то спотыкачи ловлю. Во-первых, я не вижу ни хера, я очень мелко написал. Особенно вот здесь, вот черти что, мазня какая-то. Вот ученик-то будет страдать вообще. Просто страдать будет. Не снимай, не выкладывай. Ухо свистит, просто жесть. Оно, знаешь, иногда почти не замечаешь, как оно свистит. Я уже привык, знаешь, у меня в комнате всегда там телек орет, ну не телек, а компьютер. Что-нибудь там. Потому что чем громче ты сделаешь, тем тебе меньше слышно этот писк противный. Иногда прям, знаешь, его вообще ничем нельзя заглушить. Просто писк стоит такой. Вот как сейчас, например. Блин. Я думал, что я вообще жить не смогу. Я даже первые несколько ночей не спал, потому что не мог привыкнуть к этому шуму постоянному. Сейчас как-то привык. Как-то бывает так абстрагируешься от него, даже не замечаешь. Что поделать-то, блин? Вот почему вот так вот, а? Просто нельзя пойти куда-то к врачу, чтобы тебе там что-нибудь назначили. Я не знаю, к кому пойти, понимаешь? Я один раз пошел, меня как начали из одной больницы в другую пихать. Я побегал, да бросил. Не снимай, не выкладывай. Последний день января, девчонки, мальчишки. Я сидел дома и решил написать в бухгалтерию. А когда вы мне пришлете квитанцию? И они мне говорят, приезжайте. Вопрос, блин. А что, если бы я им не написал, например? Я бы что, так и сидел, ждал эту квитанцию, что ли? Да выезжай уже, блин. Короче, странно это все. До сих пор они в чат пишут там. Никто не пошел, короче, не заплатил до сих пор. Представляешь, после того, как они написали, что вот вам приказ, читайте, типа, начальник уволен, назначен другой. Приходите сверять, типа. Никто не идет, прикинь. Я один сходил, сверил, как бы, и все. Мне сказали, квитанция придет. Я сижу, жду. Там у них несколько кабинетов, они тебя вызывают. Вот, вызвали меня в 205-й. Я прихожу, а она мне говорит, а вы квитанцию взяли? Я говорю, нет. Она говорит, тогда вам в 204-й. Я иду в 204-й, там закрыто. Я возвращаюсь к ней, говорю, а там сегодня кто-нибудь будет? Она такая, нет. Мне кажется, это у них такой прикол, типа, они так развлекаются там в этой бухгалтерии. Короче, им делать нечего. Они людей гоняют так туда-сюда, туда-сюда. Ну чё, ставим ставки. Будет кто-нибудь в кабинете? Так, в том, в котором выдают квитанции. Так, что там? Оплатил 4700, прикинь, за 7 месяцев. Что-то неслыханная сумма какая-то. В смысле, маленькая. Боже, какая. Ты же помнишь, я что там около 7000 насчитывал. Если учитывать, что по 1000 хотя бы за месяц, то уже 4 не выходит. Уже получается 7. На улице тепло, сейчас попробую эту косу эту. Банан этот прихерачит к двери. Из машины вышел, короче, и передумал. Ветрище, блин. У меня аж пальцы замерзли, пока я дошел. Будем ждать, пока потеплеет. Ну что, я попробовал. Минут 10 провозился. Чуть не отломил тут все нафиг. Или отломил. Отломил, кажется. На открытой двери это все делается. Дверь начала закрываться, когда эта хрень еще не одета была. Приезжала, короче, там. Это невозможно. Эти все задубели сразу же. Их даже не подвигать. Вот их надо двинуть. А они это сейчас вот двигаются. А когда они сидят, когда на морозе это все, ну это бесполезно. До тепла, короче. Не снимай, не выкладывай. Вот такой момент еще есть. Видишь, здесь такая полка. А здесь нету.
И болт не держится. Я хочу сейчас это на термоклей его туда посадить. Пока хотя бы 0 градусов не будет, ловить тут нечего вообще абсолютно. Бесполезняк. Просто одно страдание. Стоишь, ветер тебя этой дверью постоянно прихлопывает. Такая еще проблемка, видишь, здесь болт с шайбой. А здесь без шайбы. С такой мягкой штукой. Странно вообще-то. Эту шайбу отсюда, снять нереально просто. Она там... Такое ощущение, что этот болт делается. Сначала шайба одевается, потом резьба. Короче, просто нереально снять ее. Она даже не болтается здесь. Вот таких болтов нема. И гайку где-то просрал, блин. Нашел. Склад. Со всех кубов, короче. Так, раз. И все. Никуда не денется. Протекает собака. Надо что-то подставить, короче. А что, не знаю. Сейчас вытечет, сволочь. Пригодится. Так вот. Чик. И держим. Какое-то время. Ничего. Пузырится, блин. Бумажка пригодилась. Все, засохло. С кольком списываемся потихонечку. Выложил пост, выложил видео про расстановку. Накидали ему там. Есть же диванные эти специалисты, которые все знают. Вот, накидали ему, что он скопировал что-то там у кого-то. Хрен пойми у кого вообще. Подчистую, типа, скопировал видос. Ну и дичь. Я, короче, полез смотреть. Думаю, что там такое? А там, короче, Паша Лохнин. Мой горячо любимый персонаж. Не знаю, вот не люблю я его. Я не знаю, что хотите со мной делать. Может быть, он крутой барабанщик, классный человек. Не знаю, вот все же у нас так как бы делается. То есть ты видишь человека, видишь, как он говорит, видишь, что он говорит, как он это говорит. И строишь какие-то предположения, допустим, что ты не хочешь с таким человеком делать ничего. Не смотреть его, не слушать, в общем. Вот. Не хочешь, все, это же личное дело каждого. Вот я и пошел, короче, раз уж пошло такое дело, я пошел смотреть. Я кое-как. Я, кстати, уже смотрел этот видос 100 лет назад. Есть вот люди типа Калька, которые не лазят по интернетам, не смотрят, просто живут, пока им кто-то не скинет ссылку. Вот, посмотри, вот видос. Тогда они пойдут, посмотрят. Вот. А есть такие, как я, которым делать нихер. И они целый день сидят в Ютубе, понимаешь, вот как я. И, конечно же, я эти все видосы видел уже. Не один раз. Сразу скажу, какое-то сходство есть. Но, извини меня, у меня куча обучалок, которые я напрямую слизывал, прям. Напрямую слизывал. Не все, но некоторые, да. Я тебе прям открыто это говорю. Потому что нельзя сказать, что вот это упражнение, оно только его и все, понимаешь? Оно также подходит мне, оно также подходит моим ученикам. И говорить, что ты там что-то там скопировал и не указал автора, да иди ты нахер, друг. Я слова не скажу, если ты у меня что-то возьмешь из моей расстановки, из моих упражнений
и сделаешь видео по этой теме, например, я тебе даже слова не скажу. Делай, пожалуйста. Только вперед. Дурдом, блин. Я сожалею только об одном, что Калюк слишком рано столкнулся с этим хейтом. Я как бы первый хейт получил спустя несколько лет существования на Ютубе. Главное, чтобы он не зациклился на этой херне, как бы, и продолжал идти вперед. Не задумывался, что ему там всякие дебилы пишут. Просто шел вперед, делая то, что хочет делать. Спокойно себе. Еще не засохло, прикинь, аж болт горячий. Чуть-чуть вытекла. Я не думаю, что она вся утечет, как бы. Можно даже ее положить, наверное. Вот так вот. Чик. Куда ты теперь потекешь? Так. Нормально. Пускай лежит. В общем, по теплу. В спокойной обстановке. Может быть, даже в 4 руки с кем-нибудь, с батей. Надо, чтобы один конец придерживал кто-то. Понимаешь? А ты спокойно там рассовывал эти вот штучки по своим дырочкам. Жопой. Я решил подъехать поближе к своим надписям. Чтобы уже отмазки не было, что я там не вижу что-то или еще что-то. Блин, все эти побрякушки оставил у Виталия дома. А я не могу без них. Ну, не могу. Сейчас попробую тебе сыграть. Я вчера был сильно голоден, поэтому не смог тут до конца бороться. Лайк, Ну чё, подпишись, успешный друг. успех. Благодарочка, колокольчик. Посидел у себя на базе, там потренил. Челлендж этот свой. Ужасный. Пошел
Достал на месте админов, забрал у них квитанции. А по аренде они пришлют мне в личку реквизиты. Еще не выставили счет, так что ждем. До поездки еще 3 месяца. А у меня уже руки чешутся, представляешь? Ломануться на дальняк. Вот. Жду не дождусь, когда. И пофиг на ошибку, там, на все, на масло это текущее. Я вот гнал его, получается, с Челябинска. И потом до замены масла он у меня ни капли не сожрал. И считай, вот все эти утечки, если убрать, вообще расход не будет масла, короче. Я не знаю, успею я убрать этот расход. Ну, вот эти все утечки, сопли подобрать. Или не успею, мне уже не важно. Но, считай, в апреле по-любому будет тепло, поэтому я все сделаю. Я поменяю датчик. Короче, все сделаю. По-любому все сделаю. И поеду уже без ошибки. Ну, крыло я не успею сделать. Но загнать к Мишке и подобрать все сопли, заклеить поддон, пусть даже на герметик, это надо сделать. Вот. Потому что, ну, знаешь, как мерзко, машина постояла, отгоняешь ее, а там пятно. Я последний раз так в 2000-х годах на Москвиче ездил, когда после него лужи оставались. Как-то, ну, как-то не так. Хреново, короче. Тебя люблю. Я уже ненавижу,